Ку-ку, не ждали? Я увидела, что вам очень понравилось мое видео с ценами в Стамбуле, поэтому решила сделать обзор на наш ЖК, в котором мы живем, с ценами за квартиру, ее обслуживание жилого комплекса и на коммунальные услуги. Покажу, что у нас тут есть интересненького, что есть не очень интересненького. Ну и давайте сравним с вашими в комментариях, где вы снимаете квартиру, что входит у вас, дорого это или дешево. В общем, как вы считаете? Пойдемте на обзор. Так, начну вот с такого перепутья со знаком движения. Вот, кстати, наш ЖК, очень хорошо видно. В нашем ЖК два блока, А и Б. Начинаю отсюда, потому что хотела показать, что здесь есть в радиусе нашей жизни. Сзади находится Ленц, это тоже жилой комплекс, но у него на всех первых этажах располагаются кафешки, рестораны, магазины, куча всяких разных, аптеки, магазины с косметикой. Вот, то есть буквально это один квартал от нашего ЖК. Вход у нас вот здесь, туда я сейчас приду. Напротив нас есть ЖК Дюманкая, Флекс. Там есть ветеринарная клиника, также магазины прям рядышком около дома, ну такие придомовые, скажем так, купить хлеб, молока, масло, самое необходимое. Парикмахерская там есть, мне там не очень понравилось, мне там стригли волосы, не помыв голову, то есть они ее просто намочили, не добавили мне ни шампунь, и потом мокрые грязные волосы расчесали, подстригли и высушили. Было максимально странно. Что тут еще могу показать? Это, кстати, территория принадлежит нашему ЖК. Здесь есть автополив. Этот газончик всегда поливается, особенно летом. Сейчас полив, конечно, такой не нужен. В принципе, все. Ну вот тут еще могу показать. Здесь идет стройка. А здесь у нас будет мечеть новая, потому что самая ближайшая где-то квартала 3 от нас. Вот, это считается достаточно далеко. Вот, поэтому ждем, когда построят. А теперь пойдемте в сам ЖК. В сам ЖК идти еще рано. Так, пока солнышко вам так покажу. В самом доме у нас есть детский сад, Чучук Дуньясы. Чучук ребенок Дуньясы мир, детский мир, по сути. Прямо в нашем ЖК, там на минус первом этаже, детский сад. И также напротив есть школа, обычная государственная школа. Ничего особенного, не частная, недорогая. Детей там всегда много, но вообще никак не мешает. Ни детский сад, ни школа, всегда очень тихо. Ну, только если в какой-то праздник, да, то есть линейка на улице, и тогда могут немного пошуметь. Чтобы зайти в наш комплекс, нужна вот такая именная карта с изображением нашего комплекса. Это въезд. Когда у нас была машина, мы автоматически, тут стоит камера на въезде, автоматически считывала наш номер. И вот так открывается. И шлагбаум открывался, мы спокойно заезжали. То есть территория полностью закрытая. Никто, чужак, сюда не должен пройти, кроме курьеров, доставщиков, каких-то служб, ну и друзей, родственников. Так, это у нас блок А. Это вход в подъезд, в сам блок. Вот так выглядят почтовые ящички. Там местечко для посылок. То есть если вас нету дома, курьер просто приходит и приносит в специальное место. У нас в нашем блоке тоже такое есть. А потом вы, когда возвращаетесь домой, можете прийти и спокойненько забрать свою посылочку. Никто ее не украдет. Этот блок в форме буквы Г, поэтому здесь коридор в одну сторону и там в другую. Лифты есть еще там, здесь, с этой стороны, в том блоке тоже. Это внутренний двор А-блока. Но туда мы сейчас еще пойдем и все будем там смотреть. Так, здесь чуть-чуть темновато, может быть. В блоке А на минус первом этаже у нас есть пинг-понг. Так, надеюсь, вам видно. И бильярд. Кстати, вчера мы играли с нашими соседями и в бильярд, и в пинг-понг. Сразу скажу, это не суперпрофессиональные столы, потому что кии там тоже уже детьми побитые, одного шара не хватает. Но, тем не менее, это есть, за этим следят. Вот, если хочешь поиграть, на охране берешь ключ, открываешь, приходишь и играешь. Так, сейчас мы поедем на 9 этаж. Там я покажу вам нашу замечательную террасу. Вид с нее, надеюсь, вам понравится. Лифты самые обычные. Тут даже вот что-то отобрали. Реклама мной нелюбимой парикмахерской. Ну и реклама наших местных риэлторов. Так, вот так выглядят квартиры. У всех одинаковые двери.
Кстати, что примечательно, в Турции нету ручек вот таких на входных дверях. То есть, если вы выходите без ключа, дверь захлопнется и туда не попасть. Также, если кто-то нежелательный... Ой, свет погас. Кто-то нежелательный к вам ломится. Тут кто-то на Новый год украсил. То есть он не попадет, он не может открыть ручку, даже если у вас дверь не закрыта. И не может зайти к вам без вашего разрешения. Так, идем. Скрипучая дверь. Вот такая терраса на, получается, 10-м этаже нашего комплекса. Здесь есть стульчики, столы. Нам поставили 2 новых гриля, где здесь можно пожарить мяско, овощи. Вот кто-то... Ну нет, помыли за собой, молодцы. Даже щипцы есть и бумага. Какая красота. Также есть раковина. Здесь мы много раз готовили и хот-доги, и кукурузку тут жарили. Мусорка, конечно же, куда без нее. Вот такой вид красивый. Очень круто. Мы живем рядом с аэропортом, вторым, не главным. Аэропорт Сабахи Гёкчен. Сейчас я подойду, покажу. Отсюда можно наблюдать взлет и посадку самолетов. Может быть, нам удастся запечатлеть какой-нибудь. Да, вон я вижу, летит на посадку. Надеюсь, вы видите. Вот он. Я очень люблю заходить во флай-радар и наблюдать, что за самолет, откуда летит, куда взлетает. Очень прикольно, в общем. Так, тут можно посмотреть. Получается, 1, 2, 3, 4. Вот это наша квартира, наш балкончик. Туда я тоже скоро приду. Аэропорт, кстати, нам вообще не мешает жить. Ни летом, ни зимой, когда окна закрыты. Иногда, конечно, слышно, когда кто-то взлетает, но это абсолютно вообще не мешает нам ни спать, ни заниматься своими делами. То есть вообще абсолютно нормально. Вот такой вид. Это наш, получается, Б-блок, в котором мы живем. Это А-блок, вот я на нем сейчас. Это наш внутренний дворик. Вот такой фонтанчик, речка. Ну, туда сейчас спустимся, все подробненько покажу. Дети играют. Вот, это гора Айдас. Мы, кстати, туда взбирались. Я тут прикреплю видео. Вот. Заходите посмотреть, как мы туда забирались, что мы там интересного нашли и какой замечательный вид на азиатскую часть Стамбула там открывается. В общем, всем, кто любит умиротворение, добро пожаловать, посмотрите это видео. Вообще красиво. Видно немножко мраморное море вот там, чуть-чуть кусочек. И, получается, обратную сторону Елова, там турецкий город. Так, у нас вот тут еще за зеленой штукой есть солнечные батареи. Так, видно. Солнечные батареи, они помогают при первичном нагреве воды, чтобы экономить электроэнергию. Вот такая вот фигня. Ладно, не фигня, вот такая вот штука. Ну что, пойдемте дальше. Так, прямо из А-блока мы можем выйти во внутренний двор, в его первую часть. Здесь у нас есть вот такая беговая дорожка. Она, конечно, немножко пожившая, но свою функцию выполняет. Тут у нас есть лавочки, фонтанчик. Маленький мостик, кстати, этим летом сделали для детей, потому что здесь был только один вот этот большой мост для перехода этого супер ручья. Газончик сейчас подсох, но летом его поливают. Сейчас просто зима, на дворе декабрь 2024 года. Вот такой мост. Здесь есть небольшой фонтан, водичка шумит. Фонтан всегда моют, чистят, никакого мусора здесь нет. Все очень красиво, нету ни запаха, ничего. Здесь у нас растут оливковые деревья. Вот, оливки, конечно, там не пособирать, но деревья есть. Также есть беседки. Вот такая полузакрытая, непонятно почему. Вот, с такими. Здесь есть стульчики, большая лавочка, то есть здесь прям большой компанией, с семьей можно сидеть. Там еще 2 беседки и еще одна вот здесь. В беседке мы сидели пару раз всего, когда я организовывала спикинг-клуб английский, но все соседи заняты, не хотят туда ходить.
Это что-то новенькое наклеили. Я не знаю, что это, но мне кажется, это... Боже, я забыла, как это называется. В общем-то, я думаю, вы знаете. Ну и наши классики. Этого, кстати, я не видела. С этой стороны у нас есть детская площадка. На нее, кстати, сделали новые качели этим летом. Мягкое покрытие, лавочки для родителей. Можно полазить везде. Такая даже большая качеля есть. И здесь, что удобно, есть камера видеонаблюдения. Не помню, где она стоит. Но когда я дойду до квартиры, я вам покажу. У нас в квартире есть планшет у каждого, куда нам звонит охрана, спрашивает, к вам, не к вам. И также вы можете выбрать любую камеру в нашем ЖК и посмотреть, там, может, где ваши дети гуляют, что с ними происходит, понаблюдать, кто гуляет из соседей. Вот, поэтому это очень удобно. Ты ребенка отпустила, можешь поглазеть за ним дома. Начался азан. Его слышно негромко, меня вообще азан никак не смущает. Но тут у нас баскетбольная площадка. Это, кстати, у нас техническая часть. Здесь получается вода на экстренный случай, если вдруг там кто-то отключает воду. Но, кстати, такого у нас не бывало ни разу. Холодную воду нам не отключали. Горячую один раз отключали, когда чистили систему отопления и горячей воды. И также здесь стоят генераторы, когда отключает свет, что иногда бывает, ну, тоже очень редко, может быть, раза два в год, то включается генератор на самые необходимые функции, такие как подсветку общественных мест, ну и вот всякое такое. Раньше я любила здесь ходить пешком, наворачивать круги. Потом перестала любить, потому что не люблю спорт. Не мое это, ну вот не знаю, прям не мое. Ходила здесь круги, иногда здесь ночью женщины ходят. Кстати, хочу отметить, у нас халяльный жилой комплекс, потому что у нас есть бассейн, спортивный зал. Это я вам покажу завтра, потому что в понедельник он закрыт на профобработку. Поэтому бассейн и зал, они раздельные. То есть отдельно для женщин, отдельно для мужчин. Так как потому что. Вот. Я уже спустилась на часть к нашему блоку. Вот наш блок Б. Так, 1, 2, 3, 4. Вот наша квартира. Вид у нас на соседей. Но это не страшно. Здесь тоже все с газончиком. Летом, кстати, автополив включают ночью, поэтому он не мешает никак. Днем ты не намокнешь. Вот здесь такие полуподгнившие бревнышки. Но суть свою выполняют. Вот, кстати, бассейны. Это их внешняя часть. Заходить, конечно, в них с другой стороны. Тоже покажу потом, чуть-чуть попозже. Здесь тоже всякие посадочки. Лаванда. Ива. Ее, кстати, обстригли в сентябре, а она уже опять вымахала очень, очень сильно. Такой мостик. Идем к баскетбольной площадочке, которую только что вот снимала. Получается, я была вот там сверху. Вот это баскетбольная площадка. Сюда мы ходили с Сашей раньше, играли в баскетбол. Но потом тоже забросили. А здесь мы можем, опять же, найти беседочку укромную. Здесь очень часто завтраки соседи устраивают. Женщины собираются вместе попить чай. Ну и дети, конечно, сидят. Вообще приятно иметь такую территорию в своем ЖК, потому что в Ростове мы жили в обычном старом доме. Ничего у нас не было. У нас была одна качеля во дворе и одна лавочка. Все, больше там не было ничего. У нас нету детей пока. Но, тем не менее, там никогда никого не было, кроме каких-то пьяных людей, алкашей, либо каких-нибудь людей, которые ищут какие-то там штучки в кустах и так далее. Всегда было страшновато, неуютно, никакого газона. Я понимаю, что у нас другой климат, но, тем не менее, мне кажется, если за ним ухаживать, то он может быть круглый год, а не только летом и только в самых красивых центральных местах города. Кто-то включил музыку. Так, ну это тропиночка у нас получается на задний двор нашего блока Б. Так, сейчас поднимемся. Здесь территория, конечно, поменьше, попроще. Также газон, наш фонтан замечательный.
Это, кстати, отель Мёвенпик. Он не очень нравится нашим соседям, потому что у них очень много генераторов, и у них постоянно какие-то проблемы со светом. И когда включаются генераторы, соседи жалуются на шум. Жалко, купаться нельзя, а очень хотелось бы. Так, ну что, пойдемте в наш подъезд, в наш блок. Всем привет! Я вышла чуть с другой стороны. То есть вот там наш въезд в ЖК, откуда я зашла. Это наш вход в подъезд, Б-блок. Как вы можете видеть, перед нашим блоком есть футбольное поле. Его недавно преобразовали в искусственную травку, вот такую. До этого оно было просто прорезиненное. Но тут мужчины очень любят играть в футбол, поэтому с бюджета дома выделили средства и покрыли его искусственной травой. Саша, мой муж, часто здесь играет. У них есть чат соседей, где они списываются, кто будет играть, и выходят по вечерам играть на это поле. А я здесь просто гуляю сейчас. Но здесь стали дети очень часто собираться. Здесь раньше была такая для болельщиков сидушка, но ее снесли, чтобы поле было одного размера. Нормального поставили в ворота. Вот теперь он такое зелененькое, красивое. Мне нравится, ставлю лайк. Сзади поля есть небольшая тоже территория с лавочками. Здесь можно уединиться, кто-то сюда приходит покурить. Турки очень любят курить сигареты. Но пойдемте теперь на парковку, я вам покажу, что у нас там есть. Парковки здесь очень много. На такое количество квартир реально очень много парковки, очень много свободных мест. У нас, получается, в А-блоке парковка есть, между А и Б блоком парковка, и на минусовом этаже Б-блоком парковка. Так, вот наша парковка. Мы тут всегда ставили машину, вообще замечательно. Ни снег, ни дождь, ни жара, ничего ей не вредит. Так, сегодня понедельник, будний день. Места есть, но они есть... Они есть всегда. Конечно, ближе к входам в подъезд мест меньше, потому что все хотят быстрее поближе зайти. Но парковка огромная, это только наш этаж, то есть есть еще выше для блока и еще в другом помещении есть. Так, с этой стороны парковка для велосипедов, самокатов. Никто там их не пристегивает, их просто оставляют. А здесь у нас автомойка, бесплатная, абсолютно для нашего ЖК. Конечно, там без пены вот этой супер крутой. Но вы можете купить свою химию, здесь есть шланг. Помыть машину. Саша постоянно здесь ее и мыл. Пойдемте в наш подъезд. В нашем подъезде стоят цветочки. Здесь еще раньше был диван. Не знаю, почему его унесли. Наши почтовые ящики. Наш маленький подставка для посылок. Кстати, мне должна была прийти по моей работе. Кто не знал, я отправляю все вот эти санкционные вещи в Россию. Если вам нужна Zara, H&M, какие-то люкс-бренды, не знаю, игры на PlayStation, все, что захотите вашей душе угодно, все отправляю, пишите в описании моего профиля, и под этим роликом будет ссылка, где можно заказать. Особенность Турции, здесь всегда есть нулевой этаж. То есть здесь начинается не с первого, как мы привыкли, а с нулевого, причем везде. В любом отеле, магазине. Мы живем на 4-м. Ну вот, видите, то есть нулевой, первый, минус 2. И я не знаю почему. Где-то это буквой Z обозначается, наверное, как zero, где-то 0, где-то еще как-то он называется. Не знаю по какой причине, но первое время было трудновато, потому что тебе говорят на 4-м этаже. И ты думаешь, на 4-м, фактически 4-м или на номере 4-м. Вот, но потом привыкли, конечно. У нас на каждом этаже есть вот такой выход, там лестничная клетка, где можно спуститься без лифта. У нас стоит мусорный бак для общего мусора и мусорный бак для картона либо пластика. Сюда складывают от яичных, от бутылок, от воды. Вот это сортируется 2 раза в день. Мусор убирают утром в 9 утра и в 4 дня. На той стороне не видно, просто там тоже есть мусорка. Выносишь, в общем-то, сюда, и все. Вообще можно оставлять около двери, но я не люблю, как бы мне тут 5 метров пройти, поэтому не страшно. Выношу мусор сюда. Ой. Включи свет. Пойдемте дальше. Всем приветик. У вас это 1 секунда, у меня уже вторник. Так как вчера был закрыт бассейн, буду показывать его сегодня. Вот такая у нас входная группа в него. Здесь можно попить водичку холодную, горячую. Здесь получается мужской отсек, а с той стороны женский. Вход туда по этой же карте, в которой входим на территорию нашего комплекса. Только ее
Пожалуйста, сейчас я посмотрю, нет ли там женщин, потому что, чтобы их не снимать. Женщин здесь нет, поэтому можно снять. Вот такая территория у нашего бассейна. Здесь есть лежачки, есть такое семейное местечко с диванчиками. Там детский бассейн, там более теплая вода. Это обычный взрослый, чистенькой водичкой. Здесь обычно показывает температуру, но сегодня не работает. Вот как-то так. Слева от бассейна у нас есть сауна. Там есть камушки. Где-то за полчаса нужно включить, чтобы она нагрелась, и прийти сюда париться. Здесь у нас может быть хамам, но его редко кто включает, потому что надо, чтобы прям сильно он там напарился. Здесь душевые кабинки. И вот такое местечко около сауны, бани, сауны и бассейна, чтобы отдохнуть, раздеться, переодеться. Здесь у нас переодевалка, 2 отделения с зеркалами, приветик. Там можно переодеться. Все шкафчики открыты с ключиками. Их обычно никто никогда не берет, просто здесь оставляют и уходят, потому что воровать здесь не принято. Общая раковина с зеркалом. Здесь всегда есть мыло, одноразовые полотенчики и даже фен. Здесь тоже 2 душевые. И там есть туалет, самый обычный туалет. Наш спортивный зал. Здесь есть куча мячей, мини-батут, коврики. Каждый вторник, четверг и субботу у нас проходит здесь пилатес. Это входит в стоимость обслуживания нашего ЖК. У нас есть тренер, молодая девочка. Ее зовут Нуру. И получается 3 раза в неделю мы сюда можем приходить заниматься пилатесом целый час. Из тренажеров самые популярные, наверное. Гантельки, резинки спортивные и велодорожки. Сюда я приходила раньше часто, но теперь нет. Еще вот там у нас есть общая зона, это зона кухни, такой фитнес-кухни, но там сидят женщины, не буду снимать, чтобы их не смущать. Там можно себе сделать чай, кофе, что-то принести с собой покушать, там есть столики, кресла, стульчики, можно там посидеть, поболтать с соседями. Еще у нас есть в нашем спортивном отделе небольшая мечеть, здесь есть платочки, можно взять. Для тех, кто делает намаз, молится. Вот такая комната. В мужском отделе все то же самое, абсолютно. Бассейн, сауна, хамам, что там еще, спортзал, мечеть, туалет и душ. Все это между нашими блоками находится в полуподземном таком помещении. Здесь у нас еще есть конференц-салон, там большой. Там собираются соседи, когда хотят решить какие-то важные вопросы, обсудить новую стоимость обслуживания. С Нового года, к сожалению, наше обслуживание вырастет на 50% из-за ужасной инфляции в Турции. По поводу цен. Сейчас я дойду домой, покажу вам нашу квартиру и расскажу, что здесь по ценам. Сколько стоит наша квартира, сколько она стоила до, сколько стоит обслуживание и наши коммунальные услуги. Ну что, мы дошли до нашей квартиры. Стучимся к мужу. Так, нас встречает Мазут. Это наша кошенька. Это я. Наша скрипучая дверь. Так, я уже говорила про вот этот умный домофон. Он, конечно, старенький, но здесь можно посмотреть камеры. Вот, допустим, на въезд можно посмотреть, кто приехал. Так, здесь у нас ванная комната. Самая обычная, душевая, с туалетом, с раковиной. Это муж. Муж в комплект квартиры не входит. Я думал, входит. Наша спальня такая темная. У нас стоит проектор, потому что здесь нет телевизора, да и мы телевизор не смотрим. Да и проектор практически редко смотрим. Это Сашин кабинет. Да нет, со светом тоже нормально. Здесь чуть-чуть часть моя рабочая по байерству. В основном все это Сашина. Все его видео и фото ништячки. Наша кухонька. Мы тут немножечко приукрасились на Новый год. Кухни, кстати, и ванные комнаты абсолютно у всех одинаковые в нашем ЖК. Вот как сдал застройщик, так у всех такие стоят. Ну, если кто-то не захотел переделать. Ну и наша гостиная. Елочка. Да, посмотрите, какие замечательные мы сделали. Все это делали в детстве. Да, только все из всяких старых журналов вырезали. Вот. Вот как-то так. Мы повесили гирлянды. Говорит, что ты тут все не сделал. Блогеры они такие. Ой. Так, это наш балкон. Я вам показывала с улицы его. Здесь у меня небольшой сад. Я люблю цветочки всякие. У меня в декабре взошли нарциссы и даже вылезли тюльпанчики. Видите?
Вот, этот росточек я вообще на улице нашла, вот такие маленькие 3 штучки, уже вот он так вырос. Балкон у нас большой, здесь всякий хлам, что присуще всем. Вот такой вид у нас с балкона. Наш внутренний двор, который я показывала. Вот здесь я ходила, здесь въезд на парковку, ну и там выезд из ЖК. Ну, там, кстати, футбольная площадка. О, ворона полетела. Вот как-то так. Эту штучку мы повесили от мух, потому что тут в Стамбуле почему-то нет комаров. Летом здесь обрабатывают каким-то распыляющим средством. Приезжает машина по вечерам, и из такой большой трубы что-то там... И поэтому летом, ну, может быть, 1-2 там бывает, а так в основном нету. Вот. Перейдем к ценам. По поводу цен. Когда мы сюда приехали, наша квартира стоила 9500 лир. На тот момент в рублях это было около 27-30 тысяч рублей примерно. Естественно, из-за инфляции здесь цены повышаются очень быстро. Во втором году по закону хозяин мог поднять нам только на 25%, но он поднял нам чуть больше, но мы стали с ним спорить. Мазута, уйди, пожалуйста, не надо тут трогать ничего, иди. В этом году мы решили действовать по закону и поднять на законный процент инфляции, то есть на примерно 63%. В этом году сейчас у нас квартира стоит 14 500, была точнее, так, это вырезаем, блядь, все. Сейчас наша квартира стоит 19 600 лир в месяц, это примерно 60 тысяч рублей, да, сравнимо с первым годом аренды этой квартиры. За обслуживание нашего ЖК, то есть все, что сюда входит, все, что я вам показала: бассейн, спортзал, сауна, парковка, автомойка, территория вся, спортивные площадки, детская площадка, все это обслуживается нашей собственной компанией, с наших жильцов. Когда мы приехали, обслуживание стоило, по-моему, 850 лир, это было где-то 2500 рублей примерно. Сейчас обслуживание стоит 2500 лир, это где-то 7500 тысяч рублей, 7500 рублей. Но с Нового года оно поднимется на 50%, к сожалению, превеликому, и будет стоить примерно, наверное, 4000 лир, что будет уже 12 тысяч рублей в месяц. Это только обслуживание всех вот этих вот штук. Еще отдельно мы платим, естественно, за газ. Газ у нас приходит примерно на 60-40 лир, примерно 120-200 рублей в месяц. У нас газовая плита. Вода холодная у нас примерно 100-150 лир, 400-450 рублей. Интернет вообще моя боль. 700 лир в месяц домашний только интернет, без мобильного. И электричество примерно 210 лир всегда плюс-минус выходит, примерно 650 рублей. Помимо того, что мы платим Айдат, это обслуживание нашего поселка, туда еще входит отопление бассейна отдельно, то есть затраченный газ на отопление общественных территорий и бассейна. Так, у нас есть отдельное вот такое приложение, где можно посмотреть Айдат и так далее. В ноябре у нас, получается, 2500 вышел Айдат лир и 700 лир за отопление. Получается, 700 лир входит горячая вода у нас дома, отопление у нас в квартире и отопление общественных пространств и бассейна. То есть 700 лир это примерно 200-2500 в месяц еще за отопление, горячую воду. Но отопление мы используем очень редко, потому что это очень дорого здесь. Ну и в принципе здесь тепло, то есть даже сейчас плюс 10, не скажу, что дома холодно. Я очень часто что-то пеку в духовке, поэтому у нас в принципе всегда тепло. Но если прям подмерзаем, то, конечно же, мы включаем отопление тоже. Вот такие расценки. Что вы скажете на этот счет? Мне особо не с чем сравнить. В Ростове мы жили в своей квартире. Мы не платили за нее аренду, платили только коммуналку, интернет. Интернет, конечно, был дешевле, чем здесь. Но в остальном, наверное, мне кажется, там все-таки подешевле коммунальные услуги, чем здесь. Хотя не знаю, как сейчас. Я давно не была, давно не знаю, сколько там это все стоит. Поэтому напишите, пожалуйста, сколько стоит аренда квартиры у вас, где вы живете, если вы арендуете квартиру, насколько выходят ваши коммунальные услуги, понравилось ли то, что входит у нас в наш ЖК, такие плюшки, как бассейн, спортивный зал и так далее.
Я всегда думала, что если будет прям под боком, я всегда буду ходить в спортзал, в бассейн и буду такая продуктивная спортивная девочка. Но это все неправда. Даже спуститься на парковку, чтобы пойти в зал, мне лень. Даже если бы он у меня просто, выходя из квартиры, был спортзал, наверное, я бы туда все равно не ходила. Вот. Иногда, конечно, жалею, что мы платим, я этим всем часто не пользуюсь, но такова жизнь. Платежи обязательные, платить их нужно всегда. Всем спасибо за просмотр этого видео. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал обязательно. Колокольчик можете не ставить. Я не знаю, зачем колокольчик, я никогда ни на каких блогеров колокольчики не ставлю. Вот. Также под описанием этим видео есть ссылка на донаты. Так что мы теперь собираем деньги. Ладно, шучу. Просто приходили комментарии, что если была бы такая ссылка, было бы прикольно. Поэтому оставляю. Кто хочет нас поблагодарить за эту информацию, пожалуйста, переходите и донатьте. Все, всем спасибо и всем пока!